Сегодня приготовим сосиски очень необычным способом. Таким способом вы точно еще не готовили. Получается все очень вкусно, сытно и недорого. И все, кто попробует, точно попросят добавки. Итак, в глубокую тарелку нужно вбить 3 куриных яйца. Яйца сразу же нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Затем в тарелку нужно добавить 120-130 мл молока. Далее в эту же тарелку добавляем муку, примерно 5-6 столовых ложек с горкой. И еще сюда добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Ну а дальше берем венчик, ложку или вилку, кому чем удобнее. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. В итоге у вас тесто должно будет получиться, как будто бы густая сметана. Тарелку с тестом пока что отставляем в сторонку, а далее берем 4 сосиски и стараемся их нарезать на вот такие вот небольшие кружки толщиной примерно 4-5 мм. Полностью все нарезанные сосиски отправляем в тарелку к тесту. И еще в эту же тарелку нужно добавить 100 грамм натертого твердого сыра на крупной терке. Берем ложку и еще раз очень хорошо все перемешиваем, так чтобы сыр и сосиски равномерно распределились по всему тесту. Дальше, друзья, нам понадобится форма для кексов, или как сейчас модно называть, форма для маффинов. Небольшим количеством подсолнечного масла я промажу почти все формочки, 3 штуки я оставлю не промазанные. Сделаю эксперимент, хочу посмотреть, нужно ли смазывать формочки силиконовые маслом или не нужно. И еще такое предупреждение, ни в коем случае не используйте бумажные формочки для маффинов, потому что они не отстают от изделия, я проверял. После того, как вы формочки смазали подсолнечным маслом, берем готовое тесто, которое мы приготовили, и более-менее равномерно заполняем в каждую формочку. Старайтесь сделать так, чтобы в каждой формочке было достаточное количество сосисок, сыра и теста. Затем отправляем все в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 30 минут. Но за временем выпечки следите по своей духовке. У каждого она разная и выпекает по-разному. Если вы поняли, то сегодня мы делаем сосиски в тесте, но необычным способом. Примерно где-то через 30 минут достаем все из духовки. Смотрите, все хорошо пропеклось, все очень румяное. Ну и вот заметьте, последних 3 формочки, они не слишком хорошо поднялись. Они не были промазаны подсолнечным маслом. Ну а в результате, друзья, получилась вот такая вот необычная красота. Сосиски в тесте необычным способом. Или, как говорит моя дочь, сосисочные кексы. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно лайк. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Ну а мы с вами встретимся, как обычно, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!